Всем здорово! Как вы знаете, в наше время выходит очень много разнообразного аниме. И те, кто уже более или менее разбираются в этой области, понимают, что по анализу маленьких лоли-девочек 90% выходящего аниме – коммерция. То есть бездушная субстанция, созданная с целью наполнить свои карманы деньгами. Что означает, что эти произведения делались на отшибись. И по большей части большинство из них невозможно смотреть. А если возможно, то только с кровью из глаз, но не получив каких-то эмоциональных откликов. Так вот, сегодня я вам расскажу не про унылое щит, а про то, чего я сам не ожидал получить от просмотра очередного ангоинга, о котором, к слову, я упоминал в видео топ-10 аниме осени 2021 года. Рейтинг короля. На английском Ranking of Kings, на японском Osama Ranking. Не бейте за мое произношение. Новое аниме, которое на момент написания сценария до сих пор является ангоингом, то есть его серии еще выходят на данный момент. Wit Studio, студия, которая создала этот сериал. К слову, их некоторые работы. Атака Титанов, Последний Серафим. И аниме, которое ожидается от них лично мной и многими другими людьми, аниме «Семья шпионов». Такие мощные проекты за их спиной явно многое говорит о студии. Пока вроде обещается всего 23 серии в первом сезоне. На данный момент вышло 6 серий. На момент выхода видео скорее всего больше, потому что я работаю как улитка и не успеваю выкладывать видео по четкому графику. Основные жанры указаны на сайте: приключения и фэнтези. Думаю, можно перейти уже непосредственно к самому аниме. Первое, что сразу бросается в глаза, это стиль рисовки. Многие ругают это аниме за дешевую рисовку, но мне она показалась почему-то очень даже привлекательной. И не знаю, может только мне, она напоминает старые 2D мультики от Disney. Даже персонаж Домас, мечник, очень сильно мне напомнил одного героя из диснеевского мультфильма. Перейдем к сюжету. Первая серия начинается с того, что наш главный герой по имени Боджи, принц, который, к слову, глухонемой, просто гуляет и встречает черную амебу с глазами, которая хочет, чтобы маленький принц отдал ему свои деньги. Если ценишь свою жизнь, отдай сюда свои деньги. Да хватит уже молчать! Я сказал, давай деньги! Но денег у него с собой нет. Выясняется, что Боджи понимает речь по губам. Тень приказывает мальчику отдать его одежду, на что он соглашается, и Тень говорит ему, чтобы он приходил на следующий день в более дорогой одежде. Боджи идет обратно в одних панцу, и горожане за спиной говорят, что он не принц, а разочарование. Что тут происходит? Это первый принц Боджи. Он просто глупый, да еще и глухонемой к тому же. Мне сказали, что он даже детским мечом не владеет. Не принц, а разочарование. На следующий день Боджи приносит еще более дорогую одежду Тени. Тень, кстати, понимает мысли Боджи, что он пытается говорить. Ребята знакомятся. Тень зовут Каги. На другой день снова все повторяется. Боджи приносит еще более дорогую одежду. Каги говорит мальчику, что ему никогда не стать достойным королем, на что получает ответ от Боджи, что станет лучшим королем. Каги решает проследовать за юным принцем и понимает, что над ним все издеваются и насмехаются. Мелкие дети пристают к Боджи и издеваются над ним за то, что он ничего не слышит. Но я так понимаю, что он понимает все оскорбления по губам, отчего ситуация становится еще хуже. Один из малолеток выкрикивает тупейшую фразу: «Если ты не умеешь говорить, так и скажи!» Королева, по совместительству вторая мать Боджи, первая была великаном, да и отец тоже великан. Она говорит, что мальчик позорит всю королевскую семью, и что он никак не достоин быть королем. Для Боджи переводят слова других людей языком жестов, но они не знают, что он читает по губам. Когда королева говорила грубости, то говорила переводчику это не переводить, но Боджи все равно понял, что она сказала. Ты порочишь достоинство королевской семьи? И кроме того, ты нарушаешь гармонию королевства. Такое преступление стоило бы тебе головы. Но теперь, я думаю, совершенно ясно, что этот мальчик недостоин быть королем. Не переводи это! Дайдо в 100 раз лучше подходит на роль короля. А? Мальчик, кажется, в шоке. Он же не слышит меня, так? Мы считаем, что да. Тень про себя называет королеву истеричной старой коргой.
Когда Боджи переодевался для встречи с отцом и плакал, Каги понял, что Боджи лишь притворялся, что у него все хорошо. Выйдя из комнаты, тень нарывается на заклинателя змей Бевина, члена Большой Шестерки. В прошлом клан Теней выступали в роли наемных убийц из-за своих подходящих форм и способностей, поэтому в этом королевстве их истребляют. Точнее, уже истребили, а Каги остался один в своем роде. Выясняется, что отец Боджи в прошлом помог отбиться от чудовищ, что он сильно болен и наказывает сыну, чтобы тот усердно тренировался, чтобы обойти своего брата. Брат Боджи решает сразиться с его учителем по фехтованию. Разумеется, он проигрывает, но Дайда сражался очень хорошо, пускай чрезмерно агрессивно. Боджи решает сразиться с братом Дайдой. Он уворачивается от всех его атак, но ему говорят, что он должен уметь принимать удар и наносить ответ без уворачиваний. После чего его очень сильно избивает собственный брат. А всем остальным на это пофиг. Дайда, к слову, ученик Бевина, повелителя змей. Начали! Черт! Так нечестно, братец! Домус, такое говорить слишком жестко. Все я вам рассказывать, разумеется, не буду, дабы не спойлерить лишнюю часть сюжета. Но могу сказать одно. Посмотрев первые 6 серий, которые вышли на данный момент, я очень удивлен. Я очень приятно удивлен. Не знаю, как вам, пишите свое мнение о данном аниме в комментариях. Что вы ждете от него в будущем? Ждете ли вы следующих серий? Смотрели ли вы это аниме? Будете ли вы смотреть это аниме? От себя могу сказать, рисовка мне нравится, несмотря на то, что ее многие хейтят. Для аниме это очень необычно. И как мне кажется, такие небольшие эксперименты иногда очень даже полезны. Что могу отметить от себя? Мне очень нравится сюжет в этом аниме. Мне очень нравятся персонажи в этом аниме. У каждого своя прописанная история. У каждого свой характерный образ. Например, мне нравится образ второго короля из рейтинга королей. Он выглядит очень необычно. Некоторые сюжетные повороты меня держали в таком напряжении, что я чуть не взрывался. Что ж, ребята, вот такое вот интересное аниме у нас выходит осенью 2021 года. Правильнее сказать будет уже осенью и зимой. Пишите свои мысли, свои впечатления в комментариях. Если вы еще не смотрели, очень советую. Я думаю, вы не пожалеете. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Обязательно включайте уведомления на канале, чтобы не пропускать мои новые видео. Смотрите видео, которые уже есть на моем канале. Еще раз огромное вам спасибо. Всем удачи, всем пока!